Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить вкусные, ароматные голубцы. Давайте приступим. Так, и что же нам понадобится для приготовления голубцов? В первую очередь капуста, фарш. Фарш у меня свино-говяжий, 60% говядины, 40% свинины. Рис 1 стакан, сметана 250 грамм, морковь 350 грамм, 300 грамм лука, 2-3 зубочка чеснока, помидоры, томатный сок, томат, паста. Вместо помидор и томатного сока можно использовать консервированные помидоры в собственном соку, тоже пойдет. Соль обычная, каменная поваренная соль, сванская соль, паприка молотая, перец черный молотый, кориандр пол чайной ложечки и лавровый лист тоже молотый. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. Давайте приступим к приготовлению. Начнем с риса. Так, стакан риса. Мы его промоем и зальем 2 стаканами воды. Заливаем 2 стакана кипятка. И ставим рис на плиту. Как только закипит, покипятить минут 5 и снимаем, чтобы рис был полуготов. Так, подготовим капусту. Вырежем кочерышку. Так, опускаем капусту в горячую воду, кипящую. И будем ее постепенно переворачивать и снимать листья. Пока капуста доходит, рис уже подварился. Мы его сейчас промоем под проточной водой. Так, вот рис промыли. Вот такой он рассыпчатый. Даем ему стечь. И потом будем добавлять фарш. Так, капустка начинает закипать. Сейчас она снизу еще чуть-чуть прогреется. И будем снимать листья. Листики надо подготовить. Вот это вот ребро жесткости листа, надо его срезать вот так вот тоненько. Каждый листочек вот так вот подготовим, чтобы он легче сворачивался. Так, вот мы листики подготовили. Сейчас сделаем зажарочку для фарша и для подливы. И будем сворачивать голубцы. Итак, подготавливаем лук. Нарезаем его меленько. Лучок порезал. Теперь натираю морковку. Так, морковку я натер. Лук и морковка у нас нарезанные. Сейчас мы их обжарим. Включаем плиту. Добавляем пару столовых ложек масла растительного. И отправляем сюда лучок. Лучок поджарим, почти до золотистого цвета. Так, слегка. Так, лучок подзолотился чуть-чуть, добавляем морковь. Оставляем еще протушиться морковку минут на 7, 7-8, пусть она протушится, станет помягче. Так, вот морковочка с луком потушились. Берем половину, откладываем. А из этой половины сделаем заливочку к нашим голубцам. Так, сейчас приступим к фаршу. Так, в фарш отправляем рис. Отправляем зажарочку. Сюда же добавляем чайную ложечку обычной соли, чайную ложечку сванской соли. Сванская соль очень ароматная, очень будет вкусно. Добавляем кориандр, черный перец, паприку. Лавровый лист у нас пойдет на заливочку. Перемешиваем это все. Так, добавляем в фарш 200 грамм водички, потому что рис у нас полусваренный.
И он еще водичку потянет из фарша, чтобы фарш не был сильно сухим. Добавляем воду, перемешиваем, смотрим на фарш. Если мало, можно добавить еще водички. Еще чуть-чуть добавим водички. Так, попробуем на соль фарш. Добавим еще немного соли, потому что рис мы не солили. Все, фарш готов. Добавляем в фарш еще чесночка, выдавленного через пресс. Все, фарш отставляем в сторону. Будем делать заливочку. Помидоры я очистил от шкурки, перетер на терке. И теперь будем продолжать делать нашу подливочку. Отправляем помидорчики, морковки с лучком. Добавляем в заливочку 1 столовую ложку томат пасты. Вливаем стаканчик томатного сока. 200 грамм сметанки. Добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки перца, чайную ложку сахара. Пробуем заливочку на соль. Так, добавляем лавровый лист молотый. Заливочка наша готова. Если для кого-то она густая, можно добавить водички. Ну, естественно, попробовать, какая она будет на соль. Довести специями по вашему вкусу, как вам хочется. А мы начинаем скручивать голубцы. Берем листик, делаем его напополам. Так, вот столько голубцов получилось. Часть мы сейчас приготовим, а часть заморозим. Прежде чем потушить голубцы в кастрюле, мы их обжарим на сковородочке. Чуть-чуть масла. Обжариваем на сильном огне с двух сторон. Вот так обжариваем их. И перекладываем в кастрюльку для дальнейшего тушения. Обжаренные голубцы будут намного вкуснее. Так, вот мы уложили голубчики. Теперь заливаем их заливочкой, соусом. Включаем. Доводим это все до кипения. И потом оставляем на 30-40 минут на медленном огне. А эти голубчики, 10 штучек, мы заморозим и приготовим в следующий раз. Так, вот прошло 45 минут. Я думаю, голубцы уже готовы. Можно пробовать. Выключаем. Вот такая красота получилась. Итак, пробуем. Капустка потушилась, мягенькая. Фарш отличный. Очень вкусно. Рекомендую попробовать. Сделайте обязательно по этому рецепту. Не пожалеете. Если понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!